Поезд сошел с рельсов в Бурятии. Российская армия ударила по детскому оздоровительному центру. Кубанский чиновник обматерил волонтеров. Всем привет, это «Новости воздух» на Ходорковский лайв. Ставьте лайки, подписывайтесь, мы начинаем. Украинские источники утверждают, что в ночь на 13 января как минимум 3 дрона ВСУ в Воронежской области не были сбиты ПВО и достигли цели. Какой конкретно, не уточняется. Губернатор региона Александр Гусев заявил, что все атаковавшие область беспилотники были сбиты. Судя по видео в соцсетях, над регионом действительно этой ночью звучали взрывы. Минобороны России заявила об уничтожении 8 беспилотников над российскими регионами. По данным ведомства, 6 дронов уничтожили над Воронежской областью и по одному над Брянской и Белгородской областями. Российская армия вечером 12 января ударила по гражданской инфраструктуре в Запорожье. Глава областной военной администрации Иван Федоров сообщил, что в результате атаки получили ранения мужчина и женщина, они в состоянии средней тяжести. Судя по опубликованным фотографиям, повреждены жилые дома и автомобили. По данным Федорова, за последние сутки Запорожская область пережила 412 ударов по 14 населенным пунктам. Также вечером 12 января российские дроны ударили по городу Сумы. Местные власти заявили, что удар пришелся по жилому сектору и детскому оздоровительному центру. В здании начался пожар. По предварительным данным, никто не пострадал. Тем временем в Энгельсе Саратовской области на нефтебазе «Кристалл» ликвидировано открытое горение. Об этом сообщил губернатор области Роман Бусаргин. По его словам, работы по тушению пожара продолжаются. Напомню, нефтебаза загорелась 8 января после атаки украинских дронов. В Москве сгорел «Мерседес». Взорвалась машина, надеюсь, там людей не было. Это произошло рядом с парком «Ангарские пруды». Очевидцы говорили, что слышали перед этим звук взрыва. Что стало причиной пожара, неизвестно. Автомобиль потушили, на месте работают полицейские. В Бурятии сошел с рельсов грузовой поезд. В общей сложности с рельсов сошли 22 пустых вагона. ЧП произошло на станции Ангаракан. Пострадавших нет, повреждено 250 метров пути, 3 опоры и 100 метров контактной сети. Задерживаются минимум 2 пассажирских и 7 грузовых поездов. 1 пассажирский состав вернули на станцию Северобайкальск. Людям обещали организовать питание. Возбуждено уголовное дело о нарушении правил безопасности движения на железной дороге. Точная причина аварии пока неизвестна. Кубанский чиновник приехал к волонтерам, спасающим птиц от мазута, и обматерил их. Разговор произошел в волонтерском центре. Замминистра образования Сергей Урайкин оказался недоволен новостями о закрытии центра. Если я хоть один телефон увижу возле себя, я вам слово даю, я просто попринимаю. Я летел сюда 180, чтобы приехать, что вы переезжаете отсюда. Вот всех в порядке с головой. После того, как видео с оскорблениями появилось в соцсетях, Сергей Урайкин извинился перед волонтерами. В пылу задач не поняли друг друга. Все болеем и переживаем за общее дело. Благодарю волонтеров за труд, написал он, добавив, что сталкивается с непрерывным напряжением. Добавлю, мазут продолжает вытекать из потерпевших крушение танкеров. За сутки загрязнения обнаружили еще в 6 районах аннексированного Крыма, а также в Таманско-Запорожском заказнике в Краснодарском крае. Число жертв пожаров в Калифорнии выросло до 24 человек. Еще минимум 16 числятся пропавшими без вести. Активные пожары в районе Палисейдс продолжаются. И на этой неделе сохранится сухая погода и ветер порывами до 80 км в час. Лесные пожары в Калифорнии продолжаются уже неделю. Эвакуированы 153 тысячи жителей. Площадь, пройденная огнем, выросла до 15 тысяч гектаров. Уничтожено свыше 12 тысяч строений, в том числе дома многих знаменитостей. Например, Пэрис Хилтон, Мела Гибсона, Энтони Хопкинса и других. Это были главные новости к этому часу. Оставайтесь на нашем канале, подписывайтесь, ставьте лайки, а также подписывайтесь на наш телеграм-канал, где мы дублируем все наши выпуски, в том числе в аудиоформате. Если же у вас проблемы с доступностью Ютуба, идите в описание этого выпуска. Мы собрали в инструкции главные способы обойти блокировки. Увидимся.